Сегодня мы едем к одному из самых необычных мест Болгарии – затопленной церкви на Езовир Жеребчево. А по пути остановимся еще в 3 интересных локациях. Мраморное озеро, Богородична Стыпка – место, куда по легенде спускалась Богородица, и Кораново, где нашли следы жизнедеятельности человека еще 8000 лет назад. Мы с вами приехали на первую локацию, и это Мраморное озеро. И знаете, что интересно? Оно искусственное, то есть это не создано природой. Сейчас я вам расскажу почему. В 20 веке здесь добывали мрамор, и это бывший мраморный карьер. Со временем это место заполнила дождевая вода, и сейчас получилось вот такое вот искусственное озеро. И еще один неожиданный факт. Здесь тренируются водолазы. Глубина достигает 20 метров, поэтому для дайвинга место подходит идеально. В солнечную погоду в воде можно разглядеть следы прошлой жизни карьера. Говорят, там остался кран. И именно это часто становится отдельной целью для тех, кто ныряет. А вот можно посмотреть остатки человеческой деятельности, как напоминание, что когда-то здесь кипела работа. Блин, я стою на верхней террасе, и мне даже немножко кружится голова. Такое немножко стрёмное чувство, но очень прикольно. Купаться здесь официально запрещено, но, как обычно, желающие все равно находятся, особенно летом. И некоторые даже прыгают в воду с мраморных террас. И, честно говоря, я приехала не в самое удачное время. Сейчас вокруг нет той самой зелени, которая делает это место еще более открыточным. Плюс я здесь до полудня. Солнце еще не поднялось так, чтобы свет падал прямо в воду. А именно в этот момент она становится той самой ярко-бирюзовой, будто подсвечена изнутри. Так что если будете планировать поездку, просто имейте в виду, сюда лучше приезжать в ясную погоду и ближе к обеду. Тогда вау-эффект включается на максимум. Так, вы доезжаете до вот этих вот заброшек, оставляете машину и идете вон в том направлении. На эту точку вас приведет навигатор. Я пользуюсь Google картами. Вы дойдете до вот такого разветвления. Значит, правая дорожка вниз, она приведет вас к подножью озера, а левая наверх заведет вас наверх на террасы. Ребятки, мы посмотрели это красивое озеро и едем с вами на следующую локацию. Кстати, я здесь увидела огромного зайца, я аж испугалась. А потом смотрю, реально заяц убежал, конечно же. Не успела его заснять. Дикая природа, что сказать. Мы приехали на вторую локацию, и это Богородична Стыпка. Говорят, что это очень сильное энергетическое место. Идемте смотреть. Находится возле Старозагорских бань. Это не то место, где хочется побыстрее снять и уехать. Здесь обычно говорят тише, потому что атмосфера сама к этому ведет.
И главное здесь углубление в скале, похоже на след человеческой стопы. Говорят, что вода здесь никогда не пересыхает. Боже, как здесь красиво. Здесь, наверное, пишут, я не буду показывать, либо просьбы, либо благодарности. И можно взять свечку и поставить, зажечь и оставить какие-то дарения. Сейчас мы с вами это и сделаем. Так, идемте. Вот здесь можно поставить. Сейчас будем зажигать. Есть легенда, из-за которой место стало таким известным. Когда-то римские воины мучили праведного христианина, заставляли отказаться от веры, но он стоял до конца и не сломался. И тогда Богородица, впечатленная его стойкостью, сошла на землю с младенцем Иисусом в руках, чтобы помочь ему. И там, где она ступила, скала растаяла, и осталось углубление. Богородица наполнила ее своими слезами и искупала маленького Иисуса. Поэтому сюда приезжают не только посмотреть. Сюда приезжают люди, которые мечтают о ребенке, особенно пары, которые долго не могут стать родителями. Также приходят с просьбами об исцелении, потому что воду считают целебной, а само место сильным. Я к таким историям всегда отношусь бережно. Верить или нет – личное дело каждого. Я вот сижу сейчас одна, и так хорошо, солнышко светит. Я могу просто побыть наедине со своими мыслями и попросить о самом сокровенном. Кстати, рядом есть так называемая провиралка – узкая расщелина, через которую многие стараются пролезть, потому что считают, что это тоже связано с очищением и облегчением. А еще рядом есть деталь, которая неожиданно возвращает из легенды в историю – античный саркофаг. Скорее всего, он предназначался для почетного фракийца. Так, я доехала до наших новых локаций. Сейчас я нахожусь в городе Стара Загора. И, я не люблю города, они так на меня давят. Я больше люблю
природные достопримечательности, мне так это больше нравится. Но мне надо было сюда заехать, потому что я собираю марки и печати из книжки «100 национальных достопримечательностей Болгарии». Мне нужно заехать в музей. Не все они интересные, но марки, если я уже собираю, значит, надо посещать. Но есть и интересные, хочу заметить. Вот. Но сейчас мы с вами идем. Я хочу показать одну маленькую деталь, не туристическую. Ее нет в путеводителях, но мне кажется, она очень интересная. Это часы на фасаде Государственного кукольного театра. Каждый час здесь начинается маленькое представление. Очень напоминает знаменитые пражские часы. Я дошла до регионального исторического музея. Здесь есть экспозиция еще с 6-го тысячелетия до нашей эры, то есть из глубокой древности. Это поражает. А дальше совсем другой слой – античность и римское время. Некоторые экспонаты здесь датируются примерно 2-3 веком нашей эры. И самое крутое, что сам музей построен над остатками центральной улицы античного города Августа Трояна. А сейчас мы с вами идем буквально по улицам античного города Августа Трояна. И, кстати, если вы путешествуете с детьми, можно заехать в местный зоопарк. Он очень ухоженный, и там недавно родились 3 милых львенка. И раз уж мы приехали в город, я предлагаю подняться к памятнику, посвященному русско-турецкой войне освободительной. Такой монумент внушительных размеров. Идемте смотреть. Но прежде нам нужно преодолеть, не помню сколько ступенек, напишу. Это мемориальный комплекс бронителей Тенастера Загора. И главный элемент – это конструкция в форме развивающегося самарского знамени, высотой примерно 50 метров. Само самарское знамя – один из самых сильных символов той войны. Его подарили болгарскому ополчению жители города Самара в 1877 году. Ниже скульптурная группа защитников, ополченцы и русский офицер. Кстати, отсюда открывается классный вид на город. Мы быстро посмотрели этот монумент. Он поражает своими масштабами. Ну и, собственно, все. Я заехала сюда только потому, что я уже нахожусь в городе. Но нас ждут еще приключения, так что двигаемся дальше.
Значит, рассказываю. Я приехала на очень важную локацию. Я вам про нее сейчас немножко расскажу. Но она находится в таком глухом селе, все закрыто, перекрыто, на телефоны не отвечает. Я приехала в сельский совет, так скажем. Тоже не могут до нее дозвониться. Короче, как-то сложно. Так, Космет, то есть удача, на нашей стороне. Мы нашли женщину, которая работает на этой локации. Сейчас она приедет, так что ожидаем и будем заходить. Рассказываю. Сейчас мы находимся в одном из самых значимых археологических мест в Болгарии. И это селищная могила в Караново. Карановская селищная могила. Снаружи она выглядит как обычный холм, но по сути это архив, который люди сами записывали веками. Строили дома, жили, потом строили новые прямо поверх старых. И так слой за слоем выросла целая история в высоту. И вообще как-то даже сложно представить, что здесь такие наслоенные эпохи жизнедеятельности человека. Вот ничего особенного в этом месте нет, чисто визуально. Но по ощущениям просто здесь обитали люди с 6 по 3 тысячелетие до нашей эры. Вы вообще представляете, это эпоха от неолита до ранней бронзовой эпохи. Капец. Караново называют ключевым местом, потому что именно по его слоям археологи выстраивают и сверяют хронологию для большей части Балкан. То, что известно как Карановская хронологическая система. Это как линейка, по которой измеряют время, когда речь идет о неолите и последующих эпохах. И вот почему это место так впечатляет. Здесь важна не одна находка, а сама идея слоев. Культурный пласт у Караново огромный, примерно 13 метров в высоту. Сейчас я стою у раскопа, и передо мной виден разрез холма, как страница книги. Вот здесь, на этой площадке, археологи дошли до уровня, где следы жизни на этом месте заканчиваются, и дальше уже чистая земля без культурного слоя. Вместо витрин тут фотографии и стенды. Они показывают, что находили в разных слоях и как вообще выглядела жизнь людей тысячи лет назад. И есть две находки, которые особенно значимы. Это Карановская печать и серп из оленьего рога, который можно увидеть в Национальном археологическом музее в Софии. Ребят, я еду к своей завершающей локации. И хочу сказать, что я объездила сегодня много сел и проселочных дорог. Никого нету. Никого вообще. Ни людей, ни машин. Где-то там одна-две едут мне навстречу. Как будто вымерло все. И когда я заезжаю в глухие села, на меня так странно смотрят. Типа, как я здесь оказалась и что я здесь делаю. Тем более у меня украинские номера на машине. Ну, вот таких вот удивленных взглядов я ловлю очень много. Но здесь такая атмосфера потрясающая. Вот прям, я не знаю. Я часто ездила к бабушке в село. И проедем, меня пропустят. Здесь могут просто оставить машины на дороге в селе. Ну, все как в нашем детстве. Так вот, я много провела времени у бабушки в селе. И так сейчас мне это все родное, такое близкое. Мне так нравится это все. Вообще, города давят на меня. Мне некомфортно. Как-то вот жизнь кипит, бурлит туда-сюда, а выезжаешь за город и как будто вот начинаешь дышать полной грудью. Я не знаю, что у меня с прической, я уже просто устала за целый день. Но я еду на завершающую локацию, должно быть там очень красиво. Сейчас вам все покажу. Я подъезжала
И здесь я увидела стадо коров. Я решила остановиться. Я не знаю, то ли это ферма, то ли что. Я только вышла из машины, здесь такой запах. Вот, боже, здесь так навозом воняет. Вот прям просто аж от до рвотного рефлекса. Я в шоке. Ужас. Фу, капец. Но коровки красивые. Надеюсь, здесь собак нет. Сейчас покажу. Там еще, вон там, козы кричат. Наверное, вы слышите. А там стадо овец вдалеке. Я только бы не было здесь собак. Я подошла поближе, вышел какой-то мужик. Сказал, а вам кто-то разрешал снимать? Я говорю, что нельзя? Говорит, нет, нельзя. Я не знаю, почему нельзя. Это обычная ферма. Вон там коровки в загоне. Что тут запретного снимать, я не знаю. Но есть такие неприятные люди. Ладно, двигаемся дальше. Надеюсь, я не успела провоняться. Что за люди, я не знаю. Вот эти овечки. Сколько их много. Итак, наша финальная локация – это Язовир Жребчево и потопленная церковь святого Ивана Рильского. Это место очень фотогеничное. Вода, простор и одинокий силуэт храма. Кадры получаются как из кино. Но у этой красоты есть и другая сторона. Чуть тише, с легким привкусом утраты. Когда в 60-х годах построили водохранилище, под воду ушло 3 села – Запалня, Долно-Панчарево и Жребчево. Церковь уцелела, потому что стояла на самом высоком холме в селе Запалня. Теперь она то появляется, то снова уходит под воду. И самое интересное, что буквально месяц назад эта церковь была на суше. Но в связи с дождями и таянием снегов уровень воды поднялся и ее снова затопило. Последний раз церковь была в воде в 2020 году. И вот сейчас 2026, и она снова ушла под воду. Уходит. Посмотрим. Говорят, что бывает настолько поднимается вода, что виден только крест или купол. Он, наверное, находится с той стороны. Его сейчас не видно. Вы представляете, это вообще чудо природы? Когда вода отступает, это место становится почти нереальным. Можно спокойно подойти и даже зайти внутрь, пройтись по храму. В такие моменты внутри часто оставляют свечи и иконы. А когда воды больше, на Жребчево часто устраивают прогулки на каяках, и к церкви можно подплыть прямо по воде. Выглядит это невероятно красиво. Контакты ребят оставлю на экране. Как хорошо, что я с собой вожу, хоть и не очень полезный, наверное, но корм для кошек. Здесь нашлась кошечка, которая с удовольствием кушает, ну лапочка. Я дожидаюсь заката,
чтобы посмотреть в закатных лучах эту церковь. Ну и так как это моя финальная локация, я просто отдыхаю, наслаждаюсь видами и жду красивых кадров. Короче, покормила кота, он теперь со мной. Да? Ты со мной гуляешь? Да, маленький. Дружочка себе нашла здесь. Ой, ты потягу сидела. Да? Гуляем с напарником. Ребята, обязательно путешествуйте. Это лучшее, что я видела за сегодня. И прекрасное завершение дня. Всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, было красиво и интересно. Особенно финальная локация. Увидимся в новых видео. Пока-пока.